Леночка, привет. Вчера приезжал сам эпидемиолог с Москвы по поводу воды. В воде найдена палочка холеры и туберкулеза. Ни в коем случае воду не пить. Все, будьте бдительны и осторожны. Передай всем своим знакомым. Диверсия. В марте этого года пользователи WhatsApp начали рассылать друг другу вот такие сообщения. Сначала рассылка появилась в Брянской области, потом паника пошла дальше, по другим регионам, граничащим с Украиной. Затем эти сообщения ушли вглубь России, а потом и в Казахстан. Все эти истории, конечно же, оказались фейками. В органах санэпидконтроля заявили, что это фейк. Россияне начали пересылать друг другу сообщения о самых разных угрозах со стороны Украины с середины марта. И чем дольше продолжается война, тем больше появляется история о том, как украинские диверсанты травят еду и разбрасывают по городам России заминированные игрушки и паспорта. Антропологи называют такие истории городскими легендами. Термин «городские легенды» впервые встречается в статье американского фольклориста Ричарда Дорсона «Легенды и небылицы», опубликованной в 1968 году. Он использует этот термин, чтобы показать, что в современных урбанизированных обществах тоже есть свои мифы, легенды и свой фольклор. Но откуда берутся эти легенды? Миф об отравленной воде встречается в литературе еще в XIV веке. В 1321 году инквизитор Бернар Ги писал, как на допросе пытал прокаженных, и под пытками добился признаний, что они задумали отравить всех здоровых людей Франции, подсыпав им яд в колодцы и реки. Начались первые расправы. Чуть позже один из прокаженных указал на организаторов заговора. Оказалось, что это местные евреи якобы платили прокаженным, чтобы заразить всех христиан во Франции. В конечном итоге все это оказалось поводом для конфискации собственности арестованных евреев. Подобные слухи возникают вновь и вновь в самых разных странах на протяжении столетий, как только происходят большие социальные катастрофы, войны, голод или эпидемии. Например, в Первую мировую войну по Москве ходили слухи, что немцы отравляют холерными вибрионами питьевую воду в колодцах. С начала вторжения в Украину в России стали распространяться похожие истории. Уже в середине марта появилась первая городская легенда, отдаленно связанная с войной, про ребенка, который отравился тархуном, произведенным в Украине. Основой для этого мифа стала реальная смерть 13-летнего мальчика из Красноярского края в 2012 году. За несколько дней до гибели он действительно пил газировку, но никакой связи с отравлением в итоге не нашли. И эта история про тархун ходит в социальных сетях несколько лет. То есть я видела ее в 2015 году, в 2014 году и так далее. Она довольно старая, она ходит традиционно в таком треугольнике городских легенд: Украина, Россия, Казахстан. Но в этой страшилке, первой из этого ряда, еще нету конкретного образа врага. Там просто отравленные украинские продукты. На следующем шаге появляются украинские диверсанты, которые уже специально, во-первых, заражают воду холерой, во-вторых, они раскидывают взрывчатые вещества, замаскированные под айфоны, айпады и паспорта на улицах, и в-третьих, они пытаются наших детей накормить тортиками Рошен, напичканными разной гадостью. История про заминированные игрушки уходит корнями в городские легенды Советского Союза. В начале 80-х годов в СССР стали распространяться слухи про взрывающиеся игрушки, которые якобы привозили в страну иностранцы. Тогда по телевизору начали показывать сюжеты о диверсиях США против советских войск в Афганистане. В сюжетах американцы оставляли на дорогах мины, замаскированные под игрушки, чтобы уничтожать советских солдат. В конечном итоге эти слухи начали распространяться про всех иностранцев, которые приезжали в СССР. Как и с другими страшилками, сложно отследить, кто и с какой целью их придумывает. Но зачастую в таких легендах отражаются реальные события, которые в воображении людей изменяются до неузнаваемости. Городская легенда про заминированные игрушки и паспорта появилась в середине мая. Всего за неделю до этого активисты антивоенного движения начали распространять антивоенную агитацию через как будто бы забытые вещи. Возможно, это стало дополнительным толчком к возрождению этого мифа. С самого начала войны по России разошлась легенда о листовках с гербом Украины, при отклеивании которых люди резались о лезвие с обратной стороны. Но мощный толчок она получила только в июне, когда об этом написали провластные СМИ. История про стикеры, которую запустила маленькая СМИ «Политика сегодня», которая принадлежит Пригожину, насколько я понимаю. Как такие истории распространяются дальше, за пределы небольших СМИ?
А дальше эту информацию радостно публикуют уже со ссылкой на эти маленькие СМИ, Интерфакс, ТАСС и все прочее. Потом это спускается в такие паблики в Телеграме, поддерживающие войну, а дальше это оттуда приходит через родительские чаты, домовые чаты, приходят нежные, дрожащие от страха ручки Марья Ивановна, и семейный чат. Такие истории антропологи называют агит-легендами. Агит-легенды распространяются не сами по себе, их спускают сверху при помощи властных институтов. Чтобы вызвать доверие у людей, в агит-легендах используют уже существующие страхи, подтверждающие то, чего люди и так опасаются. При этом создатели агит-легенд часто разделяют общие убеждения об опасности и также напуганы этими историями, как и люди, среди которых они это распространяют. В книге Александры Архиповой и Анны Кирзюк «Опасные советские вещи» есть история про учителей, которые перед Олимпиадой 80-го года получили задание объяснить детям, что ни в коем случае нельзя принимать подарки от иностранцев, потому что те могут дать им отравленные сладости или жвачки с отравленными иголками. При этом многие учителя и сами искренне верили в эту страшилку. Зачем же люди придумывают и распространяют эти слухи? То есть все мои подписчики, которые начали получать, их просил спросить того, кто прислал в чат, почему вы это распространяете. Ответ один и тот же. Потому что, неважно, может быть, это и фейк, но лучше проявить контроль, чем его не проявить. Этот социальный фактор называется низовой контроль. Что такое низовой контроль? В ситуации, когда люди не доверяют институтам власти, это не обязательно правительство, это полиция, это суд, это официальная медицина, люди им не доверяют, то они склонны кооперироваться с соседями, чтобы спасать друг друга от опасности. Существует распространенное мнение, что большинство россиян слепо верят телевизионной пропаганде и поэтому поддерживают действующую власть или войну в Украине. Но часто все ровно наоборот. Исследователи лаборатории публичной социологии утверждают, что в авторитарных режимах обычные люди в целом скорее не доверяют властным институтам и СМИ. Мы привыкли думать о том, что люди такие оболваненные дурачки, зомбированные пропагандой. Да? Но на самом деле, в глубине души многие понимают, что российской пропаганде доверять нельзя, даже среди сторонников режима. Когда идете к человеку на улице и спросите, вы доверяете средствам массовой информации? На вас как на дурака посмотрят, потому что это даже воспринимается как некоторый удар по самооценке. То есть я что ли дурак? Он человек скажет, доверять каким-то вот этим дядям. Недавно буквально были данные от Левады, где они показывали, что только треть россиян говорят о том, что не полностью доверяют официальной информации о войне. Все это приводит к тому, что люди начинают видеть пропаганду повсюду. Единственный источник информации, к которому они прислушиваются в подобной обстановке, это знакомые люди, которым они доверяют. Поэтому сейчас, на фоне войны, основным проводником новостей становятся именно чаты в WhatsApp и других мессенджерах. Может возникнуть вопрос: зачем выдумывать дополнительные легенды про украинских диверсантов, если есть фейки, которые уже распространяет телевизионная пропаганда? Например, история о разработке на территории Украины биологического оружия, которое Сергей Лавров назвал этнически ориентированным против России. Но подобные глобальные угрозы не помогают объяснять людям, почему они должны поддерживать войну, ведь такой враг очень далек от их реальности и не угрожает им напрямую. Люди придумывают для себя другого врага – украинского диверсанта, который подобрался уже совсем близко и угрожает безопасности их детей. К осени частота городских легенд возросла настолько, что в среднем каждую неделю появляется по 2 новые страшилки. И чем дольше будет продолжаться война, тем больше будет смысла в рассказывании таких страшных историй. Потому что они будут призваны поднимать дух людей и объяснять, почему вообще, зачем вся эта история вообще оказывается нужна.